Skyward 43Q60 Pro. И это телевизор, за который не то, что не стыдно, а который мы действительно будем рекомендовать. Потому что это бюджетный телевизор с технологиями, которые в бюджет обычно не ставят. А это вот, смотрите, у нас и 120 Гц, и у нас есть HDR10+, тут есть и Dolby Vision, и QLED+, и iCare, и все это вот 43 диагонали, смотрите, 43Q66 Pro. И здесь не зря, вот покажи, пожалуйста, на стол, здесь не зря у нас игровые какие-то консольки, ТВ-бокс, потому что это конкретно телевизор, вот он больше для гейминга, и при этом с игровыми функциями, например, прицел, VRR, ну прицел по центру экрана, те, кто играют, знают, VRR-чик можно включить, и очень много разных игровых фишек с очень маленьким временем задержки. И дальше у нас идет сами по себе технологии для просмотра телевизора. Нативная матрица 120 Гц, это у нас MVA матрица, покажи ее поближе, чтобы люди понимали, с технологией QLED+. А вот теперь это самое прикольное. Это нативная технология именно Skyward, ну покажи поближе, в которой использованы цветные люминофоры и диоксид кремния. И вообще, по сути, это делает такой себе слой квантовых точек. Они, знаете, они очень-очень плотные, они очень яркие, и заявлено 10 лет без выцветания, скажем так, цветов. Да, это MVA, и вроде бы должен быть более узкий, скажем так, угол обзора, но нет, здесь тоже реализовали 176 градусов углы обзора. А теперь дальше. 120-герцовая матрица в паре с уплавнялкой MEMS, которая работает на 240 герцах, делает чудеса. Во-первых, у вас будет все плавно. Это хорошо. Во-вторых, есть Filmmaker мод, который позволяет вам просматривать вообще любой контент, как его задумал, скажем так, режиссер. А в-третьих, здесь не зря ТВ-бокс. При использовании ТВ-боксов с автофреймрейтом данный телевизор правильно работает с 24 кадрами. То есть при переключении в 24 кадра здесь будут нативные 24 кадра именно из-за 120-герцовой матрицы. У вас не будет разрывов при просмотре каких-то динамических сцен, это однозначно, это раз. Во-вторых, у вас будет работать корректно уплавнялка, потому что здесь она идет не 24 via 60, которые даже сейчас на какие-то не бюджетные, а уже какие-то среднесегментные телевизоры ставят технологию 24 via 60 на 60 герцовых матрицах. Здесь нативные 120 Гц, которые делятся на 24 без остатка, они делятся на 5. И поэтому у вас не будет нигде микрофризов при просмотре динамических сцен в любом контенте. Это прям в этом бюджете, извините меня, найти просто невозможно. Потому что как делятся телевизоры? Есть ультрабюджет до 10 тысяч гривен, есть бюджет от 10 до 20 тысяч гривен, а от 20 уже там до 40 это средний бюджет, от 40 это дорогой, и там уже от 100 это ультра дорогие, да? Это бюджетный телевизор, в котором уже, извините меня, и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и Google TV 14, и Netflix, и DRM L1 для всех украинских сервисов, до любых сертифицированных сервисов. А теперь на секундочку. Этот телевизор не имеет шума. Да, в нем есть технология Flicker Free, которую внедрил Skyward в свои телевизоры с 2023 года. Сегодня мы с вами это протестируем. Обязательно. Я вам покажу именно, как это выглядит, как это определить. Вот в конечном итоге, в этом бюджете, здесь есть сертификация HDR600. А знаете, что это означает? Это то, что пиковая яркость этого телевизора 600 нит. В отличие, давайте вот я вам скажу, в отличие от его конкурентов, я не буду называть никаких, допустим, брендов, не в моих правилах кого-то унижать, кого-то восхвалять. Нет, все объективно. У конкурентов в этом ценовом диапазоне не то, что нет матрицы 120 Гц. У них там и яркости выше 250-300 нит найти очень тяжело. Здесь HDR 600. HDR, мать его, 600. Я не говорю уже там о каких-то функциях найти пульт. Вот у меня сейчас пульта нет с собой, да? Мы можем с вами нажать. Смотрите, у нас там найти пульт. Даже вот это элементарно. Мы можем там с вами, опять же, там вот попереключать, да, там можем зажать, и сейчас у нас пошло искать пульт. А вот, кстати, сейчас. На секундочку, это бюджетный телевизор. Это бюджетный телевизор.
Что мы делаем сейчас? Мы сейчас идем посмотрим его интерфейсики. Конечно же, подключим вот это все, посмотрим, как он работает. У него есть голосовой поиск. И вот именно радует то, что есть Google TV. И самое интересное, что в принципе даже не нужно использовать какую-то уплавнялку. Очень прикольно, что в YouTube прямо отрабатывает HDR, HDR10+, если ролик с HDR10+, отрабатывает HLG. У него, кстати, кроме этого всего, вот Dolby Vision, там все это прикольно, у него есть Dolby Vision IQ. А знаете, что такое Dolby Vision IQ? Это который подстраивает вашу цветовую гамму Dolby Vision в Dolby Vision именно под уровень внешнего освещения. И при этом этот телевизор еще имеет хорошую заводскую калибровку. Мы вам покажем это на примере картинок Бурош. И можно калибровать вот практически по всем параметрам. У него есть возможность калибровать по всем параметрам. И плюс игровые функции. На секундочку, это вот за эти деньги, это очень действительно хорошее предложение. Да, если спросите насчет матрицы, матрица 10 бит, вернее 8 бит плюс FRC, в принципе, как сейчас уже все практически бренды перешли, кроме ультрадорогих телевизоров или OLED панелей, на 8 бит плюс FRC. Давайте посмотрите на, допустим, линейку Samsung, да, QLED. Они все 8 бит плюс FRC фактически. Поэтому мы сейчас с вами идем его тестируем, посмотрим его интерфейсы, конечно же, обсудим все и вот потом сделаем выводы. Технозон. Мы на сайте производителя, это сайт skyward.com.ua, и мы видим 43 дюйма, телевизор Skyward, 43 Q66 Pro с QLED+. Ладно, HDR10+, HDR, HDR YouTube, Dolby Vision, Dolby Atmos, фишки искусственного интеллекта, сенсор освещенности, очень много всего понаписывали. И смотрите, HDR 600 сертификация. Это значит, что здесь яркость должна быть около 600 нит в HDR. Для HDR этого вполне достаточно. 6 миллисекунд отклик, 120 Гц, матрица QLED+. Есть MEMS, это уплавнялка 240 Гц, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG, HDR YouTube. Ну, искусственный интеллект, это сверхразрешение, технология AI-SAR, про которую я давным-давно говорю вам уже, 24 Вт динамики, объемное звучание, 2/16 формула памяти и что у нас? Кодеки, однако я кодекам бы здесь не доверял, потому что они сюда не включили кодек 266, хотя в аппаратном декодировании мы его при тестах увидим. Так, что у нас тут еще есть? QLED плюс MVA матрица, 240 Гц MEMS, NR динамического уменьшения шумов. Ну, короче, тут... Flicker Free есть. Да ладно. Знаете, что такое Flicker Free? Это технология без шима. У телевизора нет шима. Мы обязательно это сейчас проверим. И вот я мог бы сейчас это все вам прочитать, но вам не надо. Мы просто-напросто воочию видим, насколько он есть, либо нет. Если это телевизор без шима, то вообще за такие деньги это ни о чем. Ребят, в описании под видео ссылки на проверенных продавцов, там, где мы его покупали. В принципе, идем дальше с вами и тестируем. Смотрите, какой дизайн. Вы посмотрите, какой дизайн. Во-первых, вот это вот я когда распаковывал, я увидел две ножки. Думаю, две ножки снова. Нет, одна центральная. Одна центральная ножка позволяет установить на каких-то узких местах, либо на узкой поставке, на тумбочке. Вот это удобно, потому что обычно их разносят, да, в таком бюджете, и ты начинаешь уже там с ней мучиться. Одна центральная ножка, это всегда хорошо. Безрамочный дизайн, покажи, пожалуйста. Покажи. Во-первых, это металл. Вот это вот все, вот так вот будет виднее, да? Вот это вот металл все. Смотрите, это металл и безрамочный дизайн. Да видно, видно. О, давай я руку поставлю, вот так вот, вот. Смотри, безрамочный дизайн, вообще шикарен. Вот эта штука, кстати, тоже, вот это пластик, вот это металл, металлическое, попробуй. Попробуй, серьезно, металл. Сам по себе, традиционный телевизор, пошли назад. Тадам, смотрим. Первое, что бросается в глаза, веса 200 на 200. Можно вешать куда-то там, куда захотите. Допустим, на какие-то кронштейны. Здесь у нас есть под замочек Кенсингтон. Под PCMCI карты отверстие есть. Вот оно есть у нас. Как я их называю, PCMCI, да, там, медиакарты эти. Теперь, вот знаете, что самое интересное? Здесь есть выход 3.5. И вход 3.5, и выход 3.5. Это вот очень прикольно. Частый очень запрос от пользователей, чтобы в телевизоре был выход 3.5, потому что используют еще акустики, там, какие-то стереоакустики, кстати, да, прослушивают музыку через стереоусилитель, стереоакустики. Дальше SS2.
TT2 модуль, то есть и кабельное телевидение он может, 2 USB порта, есть 3 HDMI, один из них, смотрим, один из них ARC у нас, и есть у нас, видите, оптика 5.1 обыкновенная и LAN J45. Больше здесь ничего интересного для нас нет, он сам по себе металлический. Кстати, весит с ножками 6,3 килограмма. Он вообще легкий. Смотрите, 6,3. Он вообще абсолютно легкий. А вот знаете что, обратите внимание, что здесь есть. Dolby Vision, Dolby Atmos, сертификация HDR10+. Вот в таком бюджете это прям находка, с учетом его яркости. Смотрите, я его сейчас включаю. Пульт. Пульт у нас, кстати, традиционный. И у нас, видите, сразу микрофончик здесь есть для Google Ассистента постоянный. Есть инфракрасная опция, вообще он Bluetooth с голосом. Прикольный текстурированный материал, очень прикольный. Хорошее расположение кнопок. Пульт клацает, как и все пульты, в принципе, тут ничего удивительного для нас нет. Есть кнопки быстрого вызова, Netflix, YouTube, Daily Hub, и вот это не знаю, что сейчас попробую. Ну и стандартные кнопки навигационная мультимедиа, цифровая панель, телетекст, переключение аккаунтов, это уже все под Google TV идет, и голосовой поиск. Достаточно удобный, хороший пульт. А знаете, что у нас есть еще? У нас есть функция поиска пульта. Так, дальше. Панелька. У нас здесь есть кнопка включения-выключения. Есть световой индикатор, кстати. Индикация микрофона. То есть у нас можно включить, видите, и выключить микрофон. И все, в принципе. Это что у нас? Это индикатор света, понял. И, кстати, есть микрофоны, я так понял. То есть будем... опять же пробовать. Так, микрофон включено, хорошо. Начнем конкретно с интерфейса. Интерфейс очень быстрый. Я вам скажу, знаете, вот прям как у ТВ-боксов сертификатов, учитывая то, что здесь очень неплохая аппаратка, да, аппаратная составляющая, про которую мы поговорим дальше. Смотрите, то есть очень все плавно работает и прям супер. Начну с его интересных плюсов, именно сертификации. Это то, что там есть голосовой поиск, полноценный ассистент. Смотрите, например, там. Открой YouTube. Да, вот таким вот образом. Потом громкость на максимум. Хорошо. Вот, видите, там можно сделать там уменьши громкость на 15. Все, вот видите. То есть, при том, что у нас здесь есть ОК Google, и не нужно вообще ничего делать. То есть вам не нужно, изначально он будет слушать вас постоянно. Например, ОК Google, какая погода в Запорожье сегодня? В Запорожье сегодня облачно. От 4 до 14 градусов. Сейчас 13 градусов и облачно с прояснениями. То есть у нас полноценно работающий ассистент, и это как бы очень-очень впечатляет. При том, что из сертификации могу сразу сказать, что у нас есть с вами, смотрите, вот я сейчас трансляцию включаю. У нас есть Google Chromecast. Топ-5 фишек Google Chromecast мы уже выпускали. И это не просто трансляция смартфона как таковая. Там есть именно и трансляция фотографий, и контента, и экрана ноутбука. То есть это тоже все работает. Но начнем с мультимедийной составляющей. И вот мы сразу зашли с вами в Netflix и видим, что у нас есть значки Dolby Vision, Dolby Atmos. И давайте добавим это в мой список. Очень классный фильм, хочу посмотреть попозже. Если мы запустим просмотр, то, конечно же, у нас появится значок. Смотрите, Dolby Vision включился и Dolby Atmos тоже включился. То есть у нас есть полная поддержка. Но если уж дальше говорить, то мы можем перейти с вами в YouTube. А вот тут мы можем с вами разойтись. Смотрите, например, есть поддержка HLG в YouTube. Включился HLG, YouTube играет. Вообще без вопросов. Давайте переключим на 4К и выведем системное окно. А вот и 4К заработало, смотрите. То есть 4К, без дропов, 4К 60 FPS, в HDR он обыгрывает. Это VP9 протокол. У него хороший буфер health, хороший коннект для проигрывания YouTube. Можем включить дикую реку. А это уже на секундочку AV1 кодек. Ну, сейчас в 2К проигрывает. HDR10, кстати. Давайте включим 4К. Включили с вами 4К и давайте посмотрим.
У нас пару стартовых дропов, это вполне нормально, проигрывает VV1, в HDR10, вопросов по проигрыванию YouTube нет. И что самое интересное, я этот ролик когда создавал, здесь именно было тестирование еще фликера, это так называемого шима, но шима здесь нет. А вот давайте теперь разберемся по шиму. Вы сейчас видите, я снимаю, например, свой ноутбук, и мы видим черные полосы, это тот самый шим. А сейчас мы переходим на телевизор и видим, что никакого шима у нас в данном телевизоре нет. То есть телевизор у нас отлично безопасен для глаз, и глаза уставать не будут. Но раз мы с вами в YouTube, мы можем с вами еще кое-что проверить. Смотрите, у нас есть MEMS уплавнялка на 240 Гц, у нас нативная 120 герцовая матрица, но 240 Гц MEMS уплавнялка, и мы, смотрите, видим Брюс Уиллис абсолютно четкое плавное изображение. То есть классно отработанная уплавнялочка. Можем проверить на вот таком вот сэмпле. У нас тоже сначала он протормаживает, когда он определяет, что здесь надо уплавнять, то он уплавляет. Смотрите, все четко и плавненько отыгрывает. Ой, а знаете, что есть? Смотрите, здесь есть такой раздел искусства. Это когда вы из вашего телевизора можете сделать, допустим, картину, повесить, он безрамочный. Вы повесили картиночка, вы такой раз там поставили, оно все листается красиво, а можете сделать еще атмосфера спокойствия, амбиент режим так называемый. То есть вы просто включили, и у вас вот это постоянно, ну знаете, вот это прям настолько классно. Вы вот просто сидите, оно на фоне вот что, или космос можно включить, или вот там пшеничка есть, либо часики. Вот часики это прям топ. Особенно это классно для демонстрационных режимов, прям супер. Смотрите. Вот, супер. При этом вы можете поставить свой семейный уголок, вы можете подключить, загрузить на флешку свои фотографии, тоже здесь добавлять. Знаете, что интересно? Есть у нас системное приложение Daily Manage, которое позволяет, допустим, очищать память. У нас есть очиститель управления приложениями, файлами, есть еще и мануал по пользованию, тоже очень удобно. Хочется отметить функцию аудио через Bluetooth. Это Bluetooth-колонка полноценная, то есть он может работать в режиме Bluetooth, колоночки. Можем подключить сейчас свой телефон. Включаем, ну, давайте музыку какую-то включим. Достаточно громко, и я вам скажу, неплох, надо тише делать, он очень громкий, неплох объемный звук. Смотрите, басистости хватать не будет, но звук по качеству как у хорошего среднего бюджета. То есть, конечно, это телевизор бюджетный, но то, что они сюда впихнули, это уже неплохо. По украинским сервисам. Так как у нас есть полная сертификация, то украинские сервисы у нас работают абсолютно все, еще и в полном объеме. То есть мы можем сейчас попереключать каналы. Оп, заработало. Давайте следующий. Очень быстро работает. Мы, конечно, вынуждены скрывать контент, потому что правообладатели очень сильно ругаются. Но еще одна особенность сертифицированного телевизора, это, например, в сертификации есть у нас, можно смотреть полноценно, вот, допустим, 4К HDR в самом стриминге. То есть, ну, тот же самый Megugo поддерживает 4К HDR. Смотрите, мы сейчас включим. У нас появится плашка HDR. Давайте. Ждем. Вот она, HDR10+, даже. Да ладно, они в HDR10+ работают. Даже не в простом HDR. Все шикарно. При том, что я могу вам подтвердить сертификацию именно с помощью Codec.info. У нас есть все виды DRM. Они тут, конечно, позаморачивались, позаливали. И China DRM, и Apple FairPlay DRM, и ClearK. Есть у нас, ну вот нам главное Widevine L1, вот этот вот самый важный сертификат, ну еще и Netflix самый важный сертификат. При том, что аппаратные кодеки меня немножко удивили, я вам объясню, что у нас есть, кроме того, что есть AV1 кодек, смотрите, VC1, AV1 мы подтверждаем, там где молоточек это аппаратные, AVC. Есть у нас, ну, вот эта часть AVC чуть другой. Это энкодер, это декодер. Теперь Dolby Vision, да, у нас тоже на аппаратном уровне реализован. И вот у нас есть, сейчас я вам покажу, DTV, HEVC, это 265 кодек. А вот он, VVC. Это очень неожиданно, потому что нигде не заявлялось, но у него есть аппаратный 266 кодек. И, честно, для меня это было новостью. То есть я не видел сразу заявленных.
Конечно же, VP9.2. По звуку AAC, AC3, это Dolby Digital, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, AC3 есть. DTS в аппаратном декодировании нет, но, пожалуйста, в пробросе используйте сколько хотите. Кстати, свойства экрана можно проверить и в Vimo. Пожалуйста, у нас есть HDR дисплей, HDR10, 10+, Dolby Vision и HLG. Ну и кодеки, ну этот 266 не показывает, потому что он с ним работать не умеет. Кстати, по Wi-Fi. 5 ГГц Wi-Fi, простите, 2.4 уже не тестирую, потому что считаем атовизмом в 2026 году использовать 2.4 ГГц Wi-Fi. Но 5 ГГц у нас показывает достаточно неплохой вариант, учитывая дальность роутера в другой комнате, в углу, и это как большая двухкомнатная квартира, то есть он спокойно от роутера BE 10000 Xiaomi берет 200 мегабит на загрузку и примерно столько же на выгрузку, даже примерно чуть больше. То есть вот прям супер. Ну, в том плане, что он работает на уровне, как вот выделенный ТВ-бокс. Обычно у телевизоров там есть какие-то моменты. Live TV. Благодаря наличию апскейлинга 4К, который у нас есть искусственный интеллект, Т2 телевидение выглядит очень неплохо. Объясню, но его апскейлит до очень приемлемого качества. То есть у нас есть... Ну, в крайне плохое изображение, это даже не Т2, если бы я посмотрел бы, я сказал бы, что это какое-то четкое IPTV, например, да, там, или OTT-сервис с хорошим битрейтом, потому что он Т2 проапскейлил и более-менее на хорошее качество, ну, все прекрасно понимают, что такое Т2 эфирное телевидение, а здесь у нас, пожалуйста, вот так вот очень даже симпатично и неплохо выглядит. Ну, давайте посмотрим его аппаратную платформу, конечно же, AIDA 64 никто не отменял, это у нас все основано на медиатеке, 5896 платформа достаточно неплохая, 2 на 16 у нас памяти. Центральный процессор у нас Cortex A55, 4 ядра по 1680 МГц. Все это подкреплено Mali G52 ускорителем для обработки, ну, именно видео и 3D ускорения. 780 мегабит Connect на Wi-Fi. И у нас Android 14 последний, который есть для Google TV платформы. Больше здесь нам смотреть нечего. На спецплеерах проверяем форматы, которые он может читать. Во-первых, при подключении внешнего носителя он может читать XFAT и NTFS. Это приятный сюрприз, потому что бывает на ТВ-боксах либо то, особенно на сертификатах. Пробуем с внешнего носителя Dolby Atmos. Да, он видит Dolby Atmos, декодирует без проблем. Также мы обязательно пробуем HDR10+. Так, HDR10+, сработал хорошо. AV1 кодек, конечно же, пробуем. HDR10 в AV1 и LG New York 4K мы пробуем HDR10 как ультра тяжелый сэмпл высокобитрейтный. Тоже отрабатывает практически идеально. Хорошо, давайте выходим отсюда и пробуем Dolby Vision с внешнего носителя. Отрабатывает 8-й профиль Dolby Vision, видим. И пробуем, конечно же, еще 5-й профиль. У нас для этого есть Obi-Wan Kenobi, тоже в Dolby Vision переключился, все шикарно отработало. А следующим этапом мы будем с вами уже тестировать качество изображения данного телевизора. Это очень важный момент. У нас есть мультимедиа-проигрыватель, очень классная штука в том плане, что можно проигрывать тоже с внутреннего носителя, вернее с носителя подключенного, но через него не будет проигрываться Dolby Vision. Вы это должны понимать, для этого нужны будут отдельные плееры по типу Kodi, Vimo и тому подобного. Буду вам снимать дополнительно еще телефоном, то есть оверскана нет. Объясню, просто камера может не передавать, но у нас для яркости он идеален. Яркость вся идеально отображается. Даже 4-й вот этот вот кубик, он еле-еле должен отображаться, и он отображается. По контрасту тоже отлично. Девчонки выглядят очень реалистично, хорошо. И по однородным цветам. У нас нет ни черных пятен, ни пересветов, ни засветов, ничего нету. То есть цвета выглядят, ну, во-первых, здесь есть лесенка, потому что это 8 бит плюс FRC, то есть, хотя отображает 1 миллиард цветов, то есть это 8 бит плюс FRC, как у, в принципе, именитых брендов по типу там Samsung и тому подобное, у них все топы сейчас на 8 бит плюс FRC. Основные цвета очень неплохие. Знаете, что удивило? Удивил именно черный цвет. Смотрите, прям как выключили. При том, что, вот смотрите, тоже разделение хорошо видно. При том, что по матрице, вы сейчас видите структуру матрицы, это действительно
MVA QLED плюс матрица по своей структуре, при том, которая относится к последним разработкам, которые есть. Смотрите, теперь по калибровке он тоже, у нас здесь наискось должны быть квадраты, они все тоже видны и нет никаких вопросов. Яркостно-контрастный анализ он проходит, так же как и здесь, смотрите, вот эти еле видимые прямоугольнички, они все видны, то есть они так и должны быть видны, и можно, в принципе, здесь не морочиться. Все отлично и в черном, и в синем, и в красном, и в зеленом цветах. Опять же, никаких искажений и никаких обрезаний матрицы нет. Чистая 4К матрица, при этом еще и 120 Гц. Смотрите, как выглядит отлично. По углам обзора, вы вообще видели вот это вот? По углам обзора, ну, правда, они это реализуют через функцию, все-таки это MVA матрица, у нее должны быть меньше углы обзора, но абсолютно нет никакого выцветания. Все очень красиво сделано, прям супер. По яркости. Вы сейчас видите фотографию, где мы тестируем яркость. 600 нит яркости в пиковом режиме HDR спокойно данный телевизор достигает. Ну и давайте бегло хочу вам показать настройки экрана, потому что настройки экрана действительно тут прикольные. Потому что остальные настройки будут уже касаться того, когда мы подключим внешние какие-то устройства. Давайте заходим в экран. Во-первых, у нас есть стандартный яркий режим, спорт, кино, игра, энергосбережение. У вас, когда вы его, допустим, сразу включите, у вас будет энергосбережение. Мой совет менять, это просто по законам Евросоюза, так как мы еще и подписали меморандум, мы обязаны им следовать в отношении энергосберегания самих электронных устройств. По регулировке есть у нас подсветка, яркость, контрастность, насыщенность, оттенок и резкость. А вот когда мы заходим в расширенные, здесь уже, извините меня, просто жесть. Температура, жесть в хорошем слове. Мы можем цветовую температуру регулировать, включать-выключать HDR, но в данном режиме нет, в другом, то есть показывает, что есть. В DNR шумоподавление, максимальное насыщение, то есть у нас есть, смотрите, это имеется в виду изображение, то есть он будет такой высококонтрастным, и насыщенным. Автоматическая настройка, смотрите, яркости, управление локальной контрастностью, динамическое усиление. Также у нас есть режим 120 Гц, который работает в игровом режиме. Режим режиссера, телесный тон можно включить, режим пленки DI, Blue Stretch. Есть гамма, есть режим игры, вот смотрите, ну это тоже опять же в игровом режиме. Режим ПК, MEMS. MEMS мы можем здесь и сглаживание, и все остальное выбирать. Очень классная тема. Цветовое пространство можно выбирать, смотрите. Режим защиты глаз, настройки цвета. У нас есть, смотрите, еще есть сдвиги, усиление, насыщенность, яркость. И плюс у нас настройка баланса белого по 11 точкам. Вообще, то есть есть полный набор настроек для калибровки. Вы можете калибровать свой телевизор сами. По настройкам звука здесь тоже в принципе все интересно. У нас есть в принципе обработка Dolby Audio, у нас есть динамики, задержка звука, есть ERC. И также вот в настройках, смотрите, звука, сейчас вам покажу, экран и звук. И в аудиовыходах мы можем изменять, ну, во-первых, форматы мы можем изменить, если мы выключим обработку аудио. Есть у нас задержка для Bluetooth и есть устройство для вывода, где мы можем там выбрать, например, динамики телевизора, SPDIF, наушники и тому подобное. То есть огромное количество различных функций, и это прям вот топ. Но давайте перейдем с вами на внешнее устройство. Здесь самое интересное начинается. Смотрите, мы, когда нажимаем кнопку входа, у нас появляется, что выбрать. Мы выбираем с вами игровое устройство. И здесь у нас начинается самое интересное. Ну, давайте выберем. У нас сейчас включился HDR, и у нас там появилась заметочка VRR. Конечно же, есть поддержка VRR. Мало того, у нас есть вот такая вот штука, игровая консоль, смотрите. Игровая консоль, тут есть адаптивная подсветка, красота кожи и тому подобное. У нас появляется внизу такая игровая консоль. С поддержкой VRR, HDR, ILM, можно FPS отображать. Кстати, его можно включить здесь вверху. У нас есть переключение источника, режим изображения. Можем, смотрите, менять сразу же. Игра HDR10, режим энергосбережения, пользовательский. И уже от этого мы там что-то можем менять. А вот это тоже интересно. Для киберспорта. Вот, пожалуйста.
Ну, не только для киберспорта, для шутеристов у нас есть курсоры, не курсоры, а прицелики. Режим обновления мы можем включить 120 Гц дополнительно, ну и здесь уже выбирать источники и управлять ими. Смотрите, мы сейчас специально здесь находимся, мы должны с вами определить задержку. Леночка, на контроль камеры стань, пожалуйста. У нас есть секундомер и есть геймпад. Конечно же, тест на задержку. В игровом режиме она крайне мала. Вы сейчас видите результат. Я прям нажимаю и практически мгновенная реакция. Очень классно подходит для игр. Если говорить про, допустим, такие моменты, как что же поддерживает у нас HDMI на выход на внешнее устройство, то у нас, смотрите, экран и видео, поточный видеосигнал 4К, у нас есть VRR 48-60, конечно же HDR, а у нас в 4К есть возможность до 60 в HDR, в 1080p, VRR у нас от 48 до 120 Гц, с HDR тоже, но это 1080p, это больше киберспортивный режим, вот именно для него такой момент и сделали. А вот теперь включим внешний ТВ-бокс. Давайте включаем. У меня подключен Xiaomi TV Box 3 ревизии. И объясню, о чем идет речь. У нас также поддерживается VRR на наружные устройства. Смотрите, первое, что мы с вами делаем, смотрим, что может он принять на внутреннее устройство. Имеется в виду частоту и разрешение. Смотрите, 4К 60 Гц максимально. Есть поддержка 1080p, 120 и 119-88 Гц. Это значит, что будет поддерживаться Quick Media Switch. Есть, мы видим сбоку, поддержка SDR, Dolby Vision HDR10 и HLG HDR10+. Здесь, кстати, Dolby Vision IQ есть. И здесь стоит 24 кадра. Я вам показываю такой момент. Я вам объясню, что же у нас происходит при подключении внешнего ТВ-бокса. То есть мы с вами включаем того же Брюса Виллиса, и уплавнялка тоже работает для внешнего устройства. Ну и последний тест, который, вот почему я сейчас вам говорил про внешнее устройство. Он шикарно работает с внешними устройствами. Почему я ставил 24 кадра? Он шикарно работает с внешними устройствами по автофреймрейту. Мы включаем, смотрите, у нас специально включено 24 кадра для теста автофреймрейта. Объясняю, это очень крутой тест для телевизоров. Не каждый телевизор в 2026 году его может пройти. Включаем, давайте, через любой плеер, 24 кадра включено, нам без разницы, есть автофреймрейт в ТВ-боксе или нет. Для этого мы включаем специальный тестовый ролик на 24 кадра от компании Artins. И делаем фотографию с выдержкой 1 секунду на профотике. Вы видите сейчас фотографию, там нет шахматного поля. И это означает, что этот телевизор, кроме уплавнялки, работает еще и с автофреймрейтом для телевизоров идеально. Все, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, охренительный телевизор. Да. За эти деньги, да, ему, вот мне не хватило 4К 120 Гц на внешнем HDMI. Ну для чего? На 43-м играть во что? Это не допустим, какой-то монитор там, для какой-то игры в 4К 120 Гц. Нет. Мне понравилось то, что есть VRR. При этом он поддерживает QMS VRR для TV-боксов. Quick Media Switch. Мы показали вам то, что, допустим, тот же самый TV-бокс видит это все. Это, знаете что? Это переключение автофреймрейта без ухода в черное. На секундочку, этот телевизор это тоже поддерживает. Мы очень сильно рекомендуем, то есть конкурента у этого телевизора в этом ценовом диапазоне, в этой диагонали просто-напросто нет. QLED плюс и отсутствие шима, хорошие цвета, углы. Да, короче, я могу много чего перечислять, но вы уже все сами увидели. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.